Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего. События недели с 17 по 23 февраля. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. И я буду благодарна вашим комментариям. Поскольку прежде у меня были вот эти короткие прогнозы недельные, потом в силу разных причин я отказалась от этого, было больше и пасьянсов. Ну вот я теперь попытаюсь соединить в одном раскладе и пасьянс, и как бы недельный прогноз. И мне важно знать, что думаете вы, нравится, не нравится, насколько это для вас актуально. Мы же идем с вами вперед. Давайте узнаем, что неделя не такой большой срок. Что хотят вам передать карты? События. Солнышко торопится к вам. Что-то у вас получится. Что же вам хотят сказать карты на ближайшее будущее? События недели. События ближайших дней. Что там на пороге у вас стоит? Как событие? Вот оно, солнышко. Давайте посмотрим, что к этому солнышку может привести. Пока не вижу совпадений. Идем дальше. Вот как будто солнышко, да, оно может совпасть. Но есть какая-то помеха вот сейчас, да. Может быть, на начало только недели, ведь это самые первые карты. Но, тем не менее, о себе солнышко напоминает, поэтому есть какой-то прогресс. Вам нужно что-то продолжать, от чего-то не отказаться. По крайней мере, я это вижу так. И правда, у вас получится что-то осуществить. Словно на кону у вас какая-то либо бумага стоит, либо важное юридическое согласование или согласование короны с чиновником каким-то, получение, может быть, документа какого-то. И у вас это получится осуществить именно благодаря вашей настойчивости. Да, точно. Даже рады будете, себя благодарить будете за свою настойчивость. Точно, какой-то документ получите, мои дорогие. Продолжайте. Вот эта неделя следующая, с 17 по 23 февраля, она может быть очень продуктивная. И знаете, тут важно не создать для себя хаос, а сконцентрироваться на чем-то одном. И тогда вам, как пространство, зеленый свет откроет. Конечно, быть внимательным, безусловно, потому что от правильного приложения ваших сил, направления будет и зависеть этот самый успех. Но на него есть все шансы. Вот интересно, как будто что-то стоит одно, как ключевое событие, ключевое значение, повторюсь, или согласование, которое вас и вселяет радость, буквально, да, венок, или получение документа, который ведет к радости, или, может быть, позволяет как раз эти согласования провести. Поэтому пусть это не в начале или недели, может быть, середина или даже где-то конец, вот такой своеобразный прорыв и может наступить. Смотрим дальше. Для кого-то из вас семейное счастье, потому что в этом пасьянсе мы можем сложить крайние карты. И вот первый ряд, пожалуйста, семейное счастье. И здесь у каждого по-своему. Для кого-то как радость ваших близких, кто-то за вас порадуется, или признание в любви, или когда вы будете обустраивать свой дом, может быть, ваше жилище, место пребывания. Это и наш дом, и это наши домочадцы, это те, кто нас любит, кто нам готов помочь. И добрые очень карты. И следом, видимо, вот как решается этот вопрос. Как и семейное счастье выпадает, и рядом, смотрите, по второму ряду, интересно, первый и второй сразу совпадает. Спокойное течение жизни. Какой-то хаос будет устранен из вашей жизни, какая-то путаница, многозадачность. И продолжится все самое доброе. О, как интересно у вас, смотрите, третий ряд, ангел выпадает. Есть тот человек, который вам
может быть, и помогал, и помогать будет, мои дорогие рыбы и рыбки. Но у вас еще выпал нож. С кем-то вы можете и поссориться, поэтому сохраняйте свой собственный дзен. Но правда, у вас какая-то бумага или документ, или известие, может быть, это как новость, телефонный звонок, и перед вами открыт путь, мои дорогие, правда. Открытый путь – это как жизненный путь, или, может быть, какая-то дорога, такая добрая дорога, в которую вы отправляетесь и решаете вопросы. У каждого здесь по-своему. Но есть и то, что, ну, как какая-то... Не все рады могут быть вашим успехом, кстати. Нож иногда такое говорит. Или вы сами с кем-то можете пойти в конфронтацию, поэтому этого делать не стоит. Нож это всегда какая-то мелочь. Ну, по-разному бывает. Ну, это не есть то, что нам мешает, допустим, осуществить наше намерение и цель. Но это то, что нас где-то, ну, внутренне может разрушать. Через сомнения или неуверенность, или когда конфронтация, да, вот говорят, худой мир лучше доброй ссоры. Ну, насколько тут худой мир уже лучше, я не знаю, но то, что ссоры не помогает, это однозначно. Даже если мы делаем какое-то важное, принимаем решение по части дальнейшего продолжения отношений или контекста, или в каком ракурсе, в каких рамках мы будем продолжать отношения, мы это можем сделать без объявления. Настраиваем сами. Сами мы руководим настройками отношений, что мы хотим продолжить, или где мы будем что-то завершать. Итак, сфера жизни. Сфера первая – это ваши достижения, работа и деньги. Луна. Но вот поначалу может быть как что-то непонятно. Получится, не получится. Смогу осуществить, не смогу осуществить. Карта будет говорить о том, что это как наш домашний очаг или то место, куда мы приходим отдыхать. Это ваша интуиция, которая вам будет помогать, кстати, в сфере достижений. Что у вас на кону? Прислушайтесь к вашей интуиции. Она вам будет давать правильные подсказки. По этой карте нам еще дают советы. Меня смотрят люди из разных стран, остерегаясь от толпы. И если ты случайно оказываешься в толпе, тебе в другую сторону. Тут немножко ты сам по себе. Где-то, пусть не в этой колоде, есть такое значение, когда придется договариваться с людьми разными, словно хамелеонами. И все же придется тебе сохранять свою собственную концепцию или конечный вариант, что тебе нужно, что ты хочешь осуществить, чего ты хочешь добиться. И лавировать, быть гибче для того, чтобы обустроить какой-то вопрос. Но собой не рискуем. Но по этой карте в хорошем смысле как раз близкие нас поддерживают. Ваши достижения. Может быть, придется чему-то обучаться. По пажу Пентаклей иногда вопросы, связанные с детьми. Может быть, как новые способы заработка. Или для вас какая-то новая концепция осуществления вашей мечты, может быть, намерения или цели. Но мы продолжаем учиться. Все равно, вот как знание силы идет по этой карте. И она где-то говорит, ты продолжай. Ни в коем случае не отказывайся. Понимай, что у каждого или каждая цель, она имеет свой срок. Или как свой регламент, назовите это так. Добрые дела наспех не делаются. И иначе для тебя есть какое-то продолжение изучения того или иного направления, в котором ты можешь стать профессионалом или что-то осуществить вот так вот красиво, когда ты обретешь определенную уверенность. Здесь может как недостаток знаний, ну, где-то препятствовать осуществлению цели, намерения проекта, и тогда эта карта будет говорить «просто изучай». И тогда ты станешь профи, может быть и так. А для кого-то новые варианты сотрудничества. Но, тем не менее, паж кубков, 2 пажа, правда? Чем-то вы будете тут заниматься. И вам нравится этим заниматься. Самое главное, если первая карта пажа Пентаклей говорит «продолжай изучай», то вторая карта будет говорить, да, ты изучаешь, но тебе это нравится. Это карта хорошего настроения и в целом позитивных энергий. И это такие моменты на ваши достижения, на работу, ну, где-то на деньги. Пусть про деньги нам не сказали, но с учетом пажа Пентаклей здесь может быть как проплата за обучение. Или где-то нужно быть аккуратным все-таки с деньгами. Деньги вроде как есть, но они вам могут понадобиться как инвестиция в себя самого. Сфера личных отношений или сфера личной жизни. Ожидания. Но вообще это ваша карта. И тут в зависимости от поставленных намерений
Ну, единственное, нам о чем говорят. Это карта ожидания. Ожидание не должно быть как пустое ожидание. Когда мы ничего не предпринимаем, просто сидим и ждем, сами не знаем чего. Но если мы говорим как о вас, ваша энергетика, королева кубков, и кто бы меня ни смотрел, либо мужчины, либо девушки, это карта любящего человека. Поэтому это ваш адрес. Есть и люди, которые вас поддерживают. Я об этом уже говорила. Может быть, этих людей немного, но как минимум один он есть. Для вас действительно какая-то дорога или поездка, которой вы придаете большое значение. Может быть, это изменение у кого-то по части ваш даже направление творчества. Или когда вы можете рассматривать через обучение новую специальность. Вас может заинтересовать изучить языки, язык программирования. Или вы будете рассматривать вопросы перемещения по части, как съехаться с вашим любимым человеком. Или вас посещают мысли, что вы вообще хотите куда-то переехать. Вы можете отправляться, узнавать, допустим, каким образом я получить могу, или визу, или каким образом я могу получить обустройство на конкретном месте. Кто-то из вас будет искать работу с командировками, может быть и так. Кто-то из вас захочет путешествовать по миру, мои дорогие. Ваш знак зодиака как раз изображение двух рыб, которые плывут в разные стороны. И ваш знак зодиака – это олицетворение денег и путешествий. Но еще много олицетворений, но вот у вас как раз где-то могут проиграться как и путешествия, так и вопросы денег. Но в данном случае деньги как инвестиция в самого себя. Потому что на кону может стоять что-то важное. Через обучение у вас открываются новые дороги. Буквально. Я об этом сказала, и вам выпадает шестерка мечей. Но это карта мужества, настойчивости. И когда мы идем вперед, смотрим вперед. Мужество может быть первого шага на что-то решиться. И будет праздник. Тут действительно продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Для тех, кто в паре, для тех, кто семейный, я должна сказать, что есть человек, который вас поддерживает, даже в каких-то сумасшедших, может быть, ваших желаниях, планах, целях. И это вам вселяет как и уверенности, так вы чувствуете себя, ну, как есть праздник. Вы верите в собственные силы, вы верите в то, что мечты могут сбываться. Очень позитивная энергия на эту неделю. Самое время заниматься своими достижениями. Или осуществить, перевести их в какую-то более реальную плоскость. Третий триплет карт – это как карты совет. Чему нужно уделить внимание? В чем нужно навести порядок, мои дорогие? Какой совет вообще на эту неделю? Вот куда ты не торопись. Наведи порядок со временем. Здесь не должно быть какого-то хаоса, многозадачности. С другой стороны, опять же, не должно быть пустого ожидания. Распредели как-то правильно само по себе время. Вот в этом нужно навести порядок, чтобы не было, допустим, когда вы не успеваете отдыхать, для вас это будет важно. Не успеваете восстанавливать силы, потому что много работаете. Или когда наоборот вы бездействуете, а уже какая-то активность, она именно вот в нужном моменте оказаться здесь и сейчас, что называется, будет тоже важно. По аркану умеренности к нам могут приходить как раз не случайные случайности. И, может быть, придется быстро собраться, отправиться и куда-то, ну, как и согласовывать планы, или, как его величество, случай может вам тут где-то тоже помогать. Но время играет в вашей жизни в эту неделю большую роль. Поэтому неплохо бы составить какой-то тезис-план или себе, ну, свою жизнь хотя бы в планах упорядочивать, чем вы будете заниматься. Скорее всего, вы будете корректировать потом этот план, но тогда в вашем сознании сложится более четкая концепция, что для меня сейчас во главе угла, или что есть мои перспективы. Что, в чем нам нужно навести порядок или что нужно согласовать. Я уже не буду больше ничего тянуть. Что тут тянуть? Если выпадает карта мага, то действительно у вас какое-то волшебное время сделать сказку былью, воплотить свою мечту в реальность, в действительность, получить важный документ или то, к чему вы прискладывали усилия, может быть, что-то изучали, подвести к такому блестящему итогу, когда вы остаетесь довольны. И по аркану мага. Какие тут советы магу? Вот только по времени разве? А так все стихии в руках мага. Какой порядок вы установите, такой результат вы где-то и получите. Но маг, он всегда практик.
Это хоть и маг, мы думаем, да, это что-то волшебное, безусловно, какая-то идея, но маг-то и умеет эту идею воплотить в реальной жизни. И вот что-то подобное будете или подобным будете заниматься вы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.